Здравствуйте, дорогие любители вязания! Давно мы с вами не вязали японских узоров, и я уже соскучилась по ним. И хочу вам предложить вот такой замечательный ажурный узор. Заканчивается зима, и уже хочется вязать что-то легкое, воздушное, не такое теплое. И вот такой узор будет очень кстати. Можно связать как межсезонную вещь, допустим, ажурный пуловер, ажурный кардиган, так и топики, майки, платья. Очень красиво, нежно, воздушно. Давайте мы его свяжем. И узор это... Нет, вот так вот лучше. Из книги японского дизайнера Хитоми Шида 250 узоров. Я кратко ее так называю. Узор это в книге под номером 19. Для тех, кто первый раз попал на наш канал, я хочу сказать, что у Хитоми Шида есть еще книга 260 узоров. И из обеих этих книг мы уже связали очень-очень много узоров. И постоянно наша коллекция пополняется. Узоры разделены отдельно плейлист 250 узоров, отдельно 260 узоров. Также есть плейлист, где узоры по японским схемам, которые включают в себя не только все узоры из обеих книг, а из различных источников, из японских журналов, ну и так далее. В общем, по японским схемам. Давайте я расскажу про схему. Вот схема этого узора. Раппорт составляет 18 петель в ширину и 20 рядов в высоту. У меня на образце связано 2 раппорта в ширину и 2 раппорта в высоту. Опять же, для тех, кто с нами первый раз, кто не вязал по японским схемам, я говорю, что говорю в каждом видео. Все условные обозначения на схеме обозначены так, как они выглядят при круговом вязании. Здесь показаны все ряды, и очень удобно вязать по кругу. Мы вяжем все ряды как лицевые, читая схему справа налево. При поворотном вязании изнаночные ряды вяжутся, читаем их слева направо, и условные обозначения в них будут наоборот читаться. Если вот написано пустая клеточка, это изнаночная петля на лицевой стороне, то в изнаночном ряду на изнаночной стороне мы будем вязать ее лицевой петлей. Если петля на изнаночной стороне будет рисована лицевой, то мы будем вязать ее изнаночной. В узоре после кромочной петли вяжутся дорожки из лицевых скрещенных петель. Сразу после кромочной. На схеме так нарисовано. Но я советую вам, если вы вяжете какое-то изделие, вот мы заканчиваем изнаночной петлей, и я советую в начале раппорта тоже провязывать эту изнаночную петлю. Она не будет входить в раппорт узора. Вот здесь я провязала. Но благодаря этому дорожка из лицевых скрещенных петель будет выглядеть аккуратно и точно так же, как все остальные дорожки. Если сразу после кромочной, то вот получается, эта первая дорожка будет смотреться не так, как остальные дорожки, она рыхлыми петлями получается. Мы сейчас будем вязать точно так же, как на схеме нарисовано, и вы посмотрите, вы в этом убедитесь. Ну вот, это мое наблюдение. Я вот предлагаю вязать так. Ну а мы с вами свяжем точно по схеме. Мы с вами свяжем один раппорт в ширину, один раппорт в высоту. Набираем 20 петель вместе с кромочными. Первую кромочную я снимаю, последнюю кромочную провязываю изнаночной. Вяжем первый лицевой ряд. Сразу после кромочной делаем накид. И провязываем 2 вместе лицевой с наклоном в левую сторону. Затем лицевая скрещенная. Здесь хочу ваше внимание заострить на том, что когда мы набираем петли, после этого петли у нас располагаются так, как они лежат при классическом вязании. В дальнейшем я буду вязать бабушкиными петлями, и немножко петли будут вязаться по-другому. Сейчас нам нужно провязать лицевую скрещенную. Мы простую лицевую при классическом вязании вяжем вот так. Лицевая скрещенная, петлю вяжем за заднюю стенку, и у нас она, петля, разворачивается. Далее будет 4
изнаночных, 3 лицевых, 4 изнаночных. Снова лицевая скрещенная, 2 вместе провязываем лицевой с наклоном вправо, делаем накид и 1 изнаночная в конце ряда. Мы провязали первый ряд. Во втором изнаночном ряду мы петли вяжем по рисунку, только там, где мы вязали лицевые скрещенные петли, мы будем вязать здесь их изнаночными скрещенными. Но я с вами буду провязывать изнаночные ряды. Накиды вяжем изнаночными. Итак, второй изнаночный ряд провязываем 1 лицевую. Вы не забыли, что мы читаем схему наоборот при изнаночных рядах? 2 изнаночных. Изнаночная скрещенная. Простую изнаночную я провязываю вот так. Изнаночную скрещенную мы подхватываем петлю сзади и провязываем ее изнаночной петлей. У нас она на лицевой стороне провязалась лицевой скрещенной. Далее будет 4 лицевых, 3 изнаночных, 4 лицевых, изнаночная скрещенная, 2 изнаночных. Третий лицевой ряд, 1 лицевая, делаем накид, 2 вместе провязываем лицевой с наклоном влево, 4 изнаночных, делаем накид, затем 3 петли нужно провязать вместе так, чтобы средняя петля была по центру. Мы переносим петли на правую спицу, меняем их вот так местами, чтобы первая, вторая петля была на первом месте. Возвращаем петли на левую спицу и провязываем 3 вместе лицевой. Далее делаем накид, 4 изнаночных, 2 вместе провязываем лицевой с наклоном вправо, делаем накид, лицевая и изнаночная петля. Четвертый изнаночный ряд, 1 лицевая, 3 изнаночных, 11 лицевых, и 3 изнаночных. Пятый лицевой ряд. Сразу после кромочной делаем накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Снова делаем накид и 2 вместе лицевой с наклоном влево. Вот у меня лицевая петля лежит удобно, а изнаночная неудобно. Мне нужно ее вот так развернуть, чтобы петли лежали одинаково. Далее будет 3 изнаночных, 3 лицевых, 3 изнаночных, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Здесь у меня удобно лежит изнаночная, неудобно лицевая. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид. Снова 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид. 1 изнаночная. В шестом изнаночном ряду петли здесь, получается, вяжем по рисунку. Накиды изнаночными. 1 лицевая. 4 изнаночных. 3 лицевых, 3 изнаночных, 3 лицевых и 4 изнаночных. Седьмой лицевой ряд. Сразу после кромочной провязываем лицевую скрещенную. Простую лицевую я вяжу вот так, а лицевую скрещенную подхватываем петлю за заднюю стенку, вот так ее разворачиваем. Лицевая скрещенная, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 изнаночных, делаем накид,
3 вместе нужно провязать так, чтобы средняя петля была по центру. Можно вот так еще это сделать. Мне вот так больше нравится. Подхватываем первую петлю сзади и вторую петлю подхватываем сзади. Вот мы ее разворачиваем. И переносим обе петли на левую спицу так, чтобы сверху была вторая петля. Кто вяжет классикой, то петли разворачивать не надо. Просто поменять их местами и перенести. Провязываем 3 вместе лицевой, делаем накид, 2 изнаночных, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая скрещенная и 1 изнаночная. 8 изнаночный ряд. 1 лицевая, изнаночная скрещенная, 1 лицевая, 3 изнаночных, 7 лицевых, 3 изнаночных, 1 лицевая, изнаночная скрещенная, 9 лицевой ряд, лицевая скрещенная, 1 изнаночная, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 1 изнаночная, 3 лицевых, изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 1 изнаночная, лицевая скрещенная и 1 изнаночная. 10 изнаночный ряд, лицевая, изнаночная скрещенная, лицевая, 4 изнаночных, 1 лицевая, 3 изнаночных, 1 лицевая, 4 изнаночных, лицевая и изнаночная скрещенная. 11 лицевой ряд, лицевая скрещенная, изнаночная, лицевая скрещенная. Добавляем еще 1 лицевую скрещенную петлю. Далее накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, делаем накид, 3 вместе провязываем лицевой, средняя петля по центру. Снова делаем накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, делаем накид, вывязываем лицевую скрещенную, изнаночная петля и снова лицевая скрещенная и изнаночная. 12 изнаночный ряд, лицевая, изнаночная скрещенная, лицевая, изнаночная скрещенная, лицевая, 3 изнаночных, 3 лицевых, 3 изнаночных, лицевая, изнаночная скрещенная, лицевая, изнаночная скрещенная. 13 лицевой ряд, лицевая скрещенная, изнаночная, лицевая скрещенная, изнаночная. Делаем накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, делаем накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 1 лицевая
И в зеркальном отображении 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид. 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид. Изнаночная лицевая скрещенная, изнаночная лицевая скрещенная, изнаночная петля. 14 изнаночный ряд. Лицевая, изнаночная скрещенная, лицевая, изнаночная скрещенная, 2 лицевых, 7 изнаночных. Две лицевых, изнаночная скрещенная, лицевая, изнаночная скрещенная. 15 лицевой ряд, лицевая скрещенная, изнаночная, лицевая скрещенная, 2 изнаночных, накид. 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид. 3 вместе лицевой, средняя петля по центру. Накид. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид. 2 изнаночных. Лицевая скрещенная, изнаночная, лицевая скрещенная, изнаночная. 16 изнаночный ряд. Лицевая, изнаночная скрещенная, лицевая, изнаночная скрещенная, 3 лицевых, 5 изнаночных, 3 лицевых, изнаночная скрещенная, лицевая, изнаночная скрещенная. 17 лицевой ряд, лицевая скрещенная, изнаночная, лицевая скрещенная, 3 изнаночных. Накид. 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 3 изнаночных, лицевая скрещенная, изнаночная, лицевая скрещенная, изнаночная. 18 изнаночный ряд, лицевая, изнаночная скрещенная, лицевая, изнаночная скрещенная, 4 лицевых, 3 изнаночных, 4 лицевых, изнаночная скрещенная, лицевая, изнаночная скрещенная. 19 лицевой ряд, лицевая скрещенная, изнаночная, лицевая скрещенная, 4 изнаночных. Делаем накид, 3 вместе провязываем лицевой, средняя петля по центру. Делаем накид, 4 изнаночных, лицевая скрещенная, изнаночная, лицевая скрещенная, изнаночная. 20 изнаночный ряд, последний ряд раппорта. Лицевая, изнаночная скрещенная, лицевая, изнаночная скрещенная, 11 лицевых. Изнаночная скрещенная, лицевая, изнаночная скрещенная. Вот посмотрите, мы провязали один раппорт в ширину, один раппорт в высоту. Какой получается прекрасный ажурный элемент. А теперь, о чем я вам говорила в начале. Вот дорожка из лицевых скрещенных петель, и вот дорожка из лицевых скрещенных петель, которая провязывается сразу после кромочной. Вы видите, как она отличается?
она по-другому смотрится. Она не хуже. Она, если бы они все были такие дорожки, было бы хорошо. Но вот она смотрится по-другому. Вот поэтому еще раз заострю ваше внимание, что лучше провязать изнаночную петлю после кромочной, когда мы вяжем лицевые скрещенные петли сразу после кромочной. Я буду очень рада, если вам понравился узор. Если это так, то ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал, присоединяйтесь к нам везде, где мы есть в интернете. Все ссылки вы найдете под каждым нашим роликом. А я желаю вам здоровья и мира, добра и позитива, удачи и ровных легких петелек. Пока-пока.